Сегодня мы отправимся в необычное место, туда, где царствуют крокодилы. Храм Камомба необычный и не слишком популярный у рядового туриста, но для меня он был обязательным к посещению. Сегодня наша экскурсия проходит с комфортом. Мы отправляемся в интересное место с названием Камомба. Мы заказали частный трансфер из своего личного гида, и я очень этому рада. Сегодня мы приехали в храм с названием Камомба. И я надеюсь, что я увижу крокодиловые мумии. Труднообъяснимая любовь к крокодилам случилась со мной пару лет назад. С тех пор я мечтаю увидеть этих невероятных существ в естественной среде обитания. И я просто обязана была побывать в храме крокодилоголового бога Себека. Камомба – единственное сохранившееся сооружение древнеегипетского города Нубет. Ну, могу сказать одну вещь, что сейчас храм Камомба входит в топ моих любимых. Наверное, он второй после Дендер. И мне здесь вообще капец как нравится. Наверное, потому что здесь нет людей. Наверное, потому что у нас есть свой личный гид. В общем, очередной раз убеждаюсь о том, что если уж хочешь чего-то, то делай это по максимуму. Главная особенность Камомба – это двойственность культового предназначения. Храм посвящен одновременно двум богам – повелителю Нила Себеку и богу в обличии сокола Гору. Именно поэтому храм разделен на две части. А вот и они – мумии огромных крокодилов, которые я так хотела увидеть. Музей находится прямо на территории храмового комплекса Камомба. Вторая часть сегодняшнего дня у нас пройдет в нубийской деревне. Мы выбрали водный путь. Нил считается самой длинной рекой на планете, хотя бразильские исследователи приписывают это звание Амазонке. Но то, что река прекрасна, нет никаких сомнений. Наша прогулка заняла порядка 40 минут. Я даже не знаю, ребят, что может быть круче, чем проводить 31 декабря вот в таком вот месте. Короче, это просто, вообще офигенно круто, правда. Извилистый Нил петлял, открывая самые лучшие свои стороны, а на берегах стали появляться атмосферные отели нубийской деревни. Уровень восторга просто зашкаливал, и находиться на крыше, любуясь этими пейзажами, было просто невероятно. Очень не хотелось, чтобы эта поездка заканчивалась, но впереди нас ждала потрясающая нубийская деревня. Кстати, стоимость этих отелей на букинге оказалась достаточно высокой, хотя изначально я планировала остановиться именно здесь. Желающих окунуться в яркую разноцветную атмосферу нубийской деревни было много. Я просто, эмоции переполняют, как всегда, я жутко эмоциональная. Меня чуть не разорвало эту эмоцию на крыше кораблика. А сейчас мы идем в самый настоящий нубийский дом. Понятно, что это все настроено на туристов. Правда, очень все круто смотрится. Вы видите, как их верблюды мычат. В общем, все очень классно. Посмотрите, какой разноцветный красавчик. Наш путь лежал через яркие торговые ряды. Это именно тот случай, когда я не понимала, что же делать, любоваться всем этим или снимать для вас видео. Наша первая остановочка была, как ни странно, в нубийской школе, где нас ждал урок с деревенским учителем. Сейчас у меня будет небольшой урок арабского языка. Хорошо, что я что-то знаю, мне стыдно. Но оказалось, что нубийский очень далек от того арабского, который я знаю. В общем, короче говоря, ребят, если вы туда добрались до Асуана, то нубийская деревня – это непременно то место, куда нужно приехать. Такая атмосфера, которая разрывает на части. Но здесь очень атмосферно, очень мило, очень дружелюбно и так все красочно. Пришло время отправиться в яркий и гостеприимный нубийский дом. В общем, не могу сказать, что это была моя мечта увидеть крокодила в таких условиях. Но, он такой хорошенький, он такой миленький. Его зовут Ким, вы представляете? Сейчас я вам его покажу.
Держать крокодилов в доме здесь считается абсолютно нормально. В этой семье их целых 4. Вот такой зубастый Киму и 2 крокодильчика поменьше. 4-го малыша я покажу вам немножечко позже. А сейчас прогуляемся по нубийскому дому, хотя, естественно, доступ открыт не везде, а только в центральной части. Короче, я в каком-то немыслимом восторге, просто неописуемом. Мне нужно было сюда приехать вообще давным-давно. Прям придавным-давно. А я все не ехала и не ехала. А тут же меня ждали крокодилы. Пускай, да, за решеткой. Но что делать? Это начало к тому, что я иду к своей мечте. Ну, хорошенький какой. Блин, ребята, он такой холодненький, у него такие приятные лапки и мягенький животик. Малыш. Тот случай, когда мне хочется купить себе нубийское платье, когда мне хочется купить себе какую-то куклу Вуду, когда мне хочется купить себе все и отсюда не уезжать. В общем, я поняла одну вещь, что я вернусь обязательно в Асуан, что я поселюсь в этом месте и обязательно увижу крокодила в озере Насов. Но это, ребят, было реально круто. Непременно приезжайте сюда, в нубийскую деревню, чтобы ощутить полную атмосферу города Асуана и вообще Египта. Покидать это место совершенно не хотелось. Как и не хотелось, чтобы заканчивался этот удивительный, насыщенный событиями день 31 декабря. Итак, сегодняшний день был такой насыщенный, он подходит к завершению вместе с этим 2021 годом. И я очень благодарна нашему сегодняшнему гиду Мина, который организовал поездку в Камомба Темпл и нубийскую деревню. Thank you so much. You are welcome, and I will be happy to give any of your guests time here in Aswan, and I'm waiting for you. Ссылочку на TripAdvisor Мину я оставлю в описании к этому видео. Загляните. Я рекомендую от всей души. Шокран. You're welcome. Свои грандиозные планы в отношении крокодилов я полностью доверила Мина, поэтому уверена, что мы встретимся еще. Пришли в Нубийский музей. Мне очень понравилось вчера в нубийской деревне. Я надеюсь, что я больше узнаю о культуре этой нации, и музей мне понравится. Нубийский музей – это 50 тысяч квадратных метров выставочных и научных площадей. Я не могу себя отнести к тем людям, которые прям безумно любят музеи, но стараюсь все-таки в некоторые из них ходить. Думаю, что побывав в Асуане и не быть в Нубийском музее, наверное, не очень хорошо. Поэтому я здесь. Здесь вы найдете уникальные египетские древности, часть из которых передана в Асуанский музей из Каирского. На моем опыте это, пожалуй, единственный музей, где экспонаты не спрятаны под стекло, и к некоторым даже можно было прикоснуться. И, конечно, ощутить всю мощь и величие древнего государства под названием Нубия. 3 дня в Асуане оставили яркие воспоминания, а также желание вернуться сюда еще и не один раз.